Ну вот, как я и говорил, постоянно чего-то не хватает. Солнцезащитные очки. Они нам порой так нужны, когда светит солнце. Но речь сегодня пойдет не о них, а о защите от солнца. Но не для нас, а для нашей камеры на телефоне. Поэтому разговор сегодня пойдет об этом. И кому интересно, смотрим. Погнали! Опять меня не устраивают мои видео. Почему? Потому что это не то, что должно быть. Я это вижу. Как я решил исправить эту ситуацию? Вот этим. Думаю, что это мне поможет. Что это? Давайте смотреть. Это своего рода тоже солнцезащитные очки, только для объектива камеры. Это ND-фильтр или нейтральный фильтр, а это поляризационный фильтр. В народе его называют еще полярик. В принципе, в дальнейшем мы так с вами его и будем называть. Для чего они нужны и в каких ситуациях их использовать? Почему те, кто занимается фото и видео, их так любят? Давайте разбираться. Эти стекляшки не только необходимы для профи, но и очень сильно помогут начинающим. CPL фильтр, в простонародье полярик. Его прекрасно можно использовать даже в авторежимах. Эффект такого фильтра невозможно получить ни одной постобработкой, и именно поэтому он должен быть у каждого. ND фильтр или фильтр нейтральной плотности. Вторым в списке минимально необходимого должен быть этот фильтр. До тех пор, пока вы снимаете в автонастройках, скорее всего, вам этот фильтр не понадобится. Но когда вы начнете снимать в Pro режиме, он вам понадобится, потому что именно тогда вы будете выставлять нужную вам выдержку, нужное вам ISO, баланс белого и так далее. И в этом вам при дневных съемках сильно поможет именно ND фильтр. Что он делает? Он снижает световой поток на матрицу, для того, чтобы можно было не менять выдержку при съемке видео или фото. Итак, мы с вами одели ND фильтр и начинаем его потихонечку вращать. Как видите, при помощи этого фильтра вы можете менять поток света, не меняя выдержку и ISO. Сейчас я сниму этот фильтр, и вы увидите, как картинка при данной выдержке выглядит без него. Как вы видите, картинка сильно пересвечена. Если вы снимаете видео в Pro режиме, то при съемке днем вам ND фильтр просто необходим. Сейчас посмотрим, как нашу картинку меняет полярик. Также при помощи полярика вы можете убирать блики с воды, стекла или других поверхностей, которые дают эти блики. Вообще, то, что делает полярик, меня сильно поразило. Ведь убирая блики на воде, вы можете увидеть то, что происходит под водой. Да, и еще. Как вы знаете, у меня был приобретен анаморфный объектив, и для того, чтобы накладывать сверху эти фильтры, мне пришлось взять вот такой переходник. То есть он вот так одевается на этот объектив, и сюда уже накручивается непосредственно фильтр сам. Очень удобно, практично. Материал металл, то есть так что это проживет
достаточно долго, я думаю. Кстати, у меня к вам вопрос. Кто из вас занимается видеосъемкой на телефон? У кого из вас есть свой канал? Напишите мне ответы под этим видео. Для меня это очень важно, потому что ближайшие выпуски будут именно для вас, дорогие мои зрители. Для тех, кто снимает видео на телефон. Если вы досмотрели это видео до этого момента, значит оно вас заинтересовало. И это значит, я его сделал не зря. И за это вам от меня огромное спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.